Домовята, приветик! Я Штукенция. Сегодня я вам покажу, как выбирать комбайн, для кухни, измельчитель, кухонный комбайн. И расскажу, какой комбайн в итоге я для себя выбрала. Выбор комбайна – это довольно сложная задача, все с ней сталкиваются, кто хоть немного там готовит, или у вас есть там жена, не знаю, которой вы хотите купить комбайн. Сейчас я расскажу реально, как это делать, потому что я уже несколько месяцев выбирала комбайн и подобрала лучшие модели по своим характеристикам. Для начала, вот смотрите, как вообще это делается. Заходится в Яндекс.Маркет, самый простой способ. В верхней строчке поиска пишите «комбайн», попадаете в раздел «Кухонные комбайны и измельчители», и дальше прокручиваете вниз. И тут все комбайны, которые только продаются на Яндекс.Маркете. Яндекс.Маркет – это агрегатор вообще товаров из всех разных интернет-магазинов. И здесь вы можете увидеть все, что сейчас продается онлайн, что очень удобно. Дальше прокручиваем вниз. И могу вам сразу сказать, у нас очень мало в России продается хороших комбайнов. Поэтому самый простой способ найти хороший комбайн – это понять примерно, что вам нужно. А этих характеристик не так уж много на самом деле. Первое, на что стоит обратить внимание при выборе комбайна, это мощность. Ставьте сразу 800. То есть мощность кухонного комбайна не должна быть меньше 800, ватт, ватт, да. 800, это минимум. Больше лучше, но то, что меньше 800, вам не подойдет. Потому что сейчас многие кухонные комбайны, типа китайские и так далее, они делают их слабомощными, но зато продают типа задешево. Так вот, поставили 800 и уже отмели половину вариантов. Теперь, чтобы выбрать хороший кухонный комбайн, сразу гарантированно поставьте галочку в импульсном режиме, потому что любой хороший кухонный комбайн имеет импульсный режим. И вот мы этой галочкой уже отсечем опять кучу лишних вариантов. И у нас осталось всего лишь 118 моделей из огромного числа, которое было до этого. До этого, там, не знаю, 1000, например, было. Вот у нас осталось всего лишь 118 моделей, что уже намного проще. Теперь, что я рекомендую сделать еще, чтобы тоже убрать вообще все, что вам точно не подходит? Это понять, что в этом комбайне вам нужно, а что не нужно. Вот конкретно в моем случае, у меня уже дома, например, была мясорубка, поэтому я абсолютно отметала все комбайны, у которых есть мясорубки, потому что для меня, например, это не подходит. Но если вам, например, нужна мясорубка, вы ставите «нужна». Выбираете, например, нужен ли вам блендер или не нужен. К какому я для себя пришла выводу? Самые лучшие варианты, которые сейчас есть из комбайнов, это комбайны нескольких брендов. Даже можно их просто выбрать среди производителей, и уже станет понятно, что выбирать, а что не выбирать. Какие же производители, более-менее, скажем так, хорошие? Значит, смотрим. Сейчас я сюда вам переведу, чтобы вы видели. Вот, выбор производителя. Сразу же ставим галочку Bosch, ставим галочку у Kenwood. Дальше ставим галочку Molinex. Это я вам сейчас подсказываю производителей, которые абсолютно гарантированно будут нормальные, потому что все остальное это сложно понять, что это. Могут быть китайские, там еще что-то. Следующую галочку ставим Philips. И Braun. Сейчас у нас будет очень мало моделей. Сейчас вы увидите, что выбор вообще сократится до минимального. Так, и все, что ли? Тефаль можно еще поставить, но их почти что нет. Вот, сохранилось у нас все. Все остальные бренды, на них можно особо не обращать внимания. В принципе, вот этот есть один бренд, который под вопросом. Бренд называется Kidford. Они делают, в принципе, что-то не очень такое зашкварное, то есть как бы нормальные вещи. Например, мы чайник недавно купили Kidford, он вообще офигенный. Но что касается комбайнов, к сожалению, я читала, что у них очень такие пластиковые такие хлипкие штучки, и многие люди писали, что у них ломается, но это уже как хотите. Короче, можно поставить еще Kidford, чтобы уже точно. Все остальное, значит, мы оставляем. Вот, все, теперь у нас есть все комбайны, которые нас интересуют, хотя бы хоть немножко, хоть как-то потенциально. Теперь смотрим. Можно сделать так, можно зайти в этот список и отсортировать все это по цене.
И все, вот что нам попадает. Нам попадает сразу же первый комбайн, который у меня тоже, вот видите, красное сердечко, он у меня уже в избранном. Почему? Потому что это самый дешевый комбайн хорошей фирмы. Вообще, это очень простой выбор, то есть ты выбираешь всех нормальных производителей, все отсортируешь по цене, и вот эта штука у меня в избранном. Я про него много читала, это комбайн Bosch Multi-Talent. У него, я на самом деле думаю его взять, потому что он стоит сейчас 6000, 5999, и в нем есть, ну, абсолютно, в принципе, все, что нужно мне. Что в нем круто? Почему я, на самом деле, его крайне рекомендую, и он у меня в избранном, я, в принципе, на него нацелена. Потому что у него очень большая, хорошая чаша. Вот вы можете, например, пересмотреть кучу комбайнов, и проблема почему-то вот этих современных комбайнов, которые сейчас продают, в том, что у них очень маленькие чаши. Я не знаю, в чем прикол, но вот я на даче пользовалась комбайном, у которого чаша 3 литра. И она, в принципе, была немножко с запасом, но я бы не сказала, что она была даже слишком прям большая. Ну, то есть вот 3 литра – это хороший размер чаши. В основном в комбайнах, ну, таких вот дешевых или средних, там ставят объем чаши где-то 1,5. И это очень мало, это прям совсем неудобно. 1,5 это слишком мало. Здесь чаша хорошая, она 2,3 литра, то есть она совсем не маленькая, она прям такая объемная и хорошая. Здесь 800 ватт мощность. Здесь есть блендер, мельничка, терка, универсальный нож. И, ну, в принципе, что вам еще нужно от комбайна? Ничего. У вас есть нож, вы можете что-то потереть, вы можете что-то там взбить, вы даже яйцо, в принципе, в нем как-то можете взбить. Есть блендер, в котором можно коктейли делать. Есть даже мельничка, на которой можно перетереть там какие-то специи, я не знаю, что-то такое. Короче, в принципе, это абсолютно универсальный, очень дешевый, ну, из всех вариантов, он такой самый дешевый из всех нормальных. И тут даже, в принципе, есть даже больше того, чем на самом деле мне нужно. Я бы вообще взяла просто комбайн, который что-то режет, но, к сожалению, с таким объемом мощности и с такой чашей, к сожалению, у других производителей ничего похожего нет. Поэтому на сегодняшний момент это мой абсолютный фаворит. Он у меня стоит в избранном, стоит он 6000 на сегодня. И видите, причем цена на него даже сейчас вот немножко еще упала, что, в принципе, хорошо. Может, еще упадет в ближайшее время. Короче, хороший комбайн можно брать спокойно. Но это для тех, кто не рассматривает комбайн как все сразу. Ну, то есть, например, вам нужна, я не знаю, и мясорубка, и еще что-то, еще что-то. То есть, если у вас уже есть мясорубка, там, если у вас, не знаю, что-то есть взбиватель, ну, вот этот вот миксер, то есть вы просто хотите комбайн, то это будет отличный вариант. Дальше давайте посмотрим вниз, пройдемся по этому же списку, я вам тоже подскажу про другие модели. Дальше это идут другие вариации этого же самого комбайна, просто немного дороже. Ничего особо здесь пока что интересного нет, это все вот эти вот чуть больше ножей, чуть меньше ножей. Дальше идет очень интересный вариант. К сожалению, у нас в России почему-то проблема с этими комбайнами. Это комбайны Kenwood. Они очень классные, очень крутые. Я хотела себе купить комбайн Kenwood изначально, он у меня даже в избранном, но, к сожалению, его сняли с производства, я пыталась его заказать, его не было, короче, это очень большая проблема. Значит, смотрите, рекомендация такая, заходим в кухонные комбайны и измельчители, заходим в раздел Kenwood и просто сортируем по цене. Их вообще очень мало, этих комбайнов продается, но они почти все очень-очень неплохие. Фишка комбайнов Kenwood в том, что у них стеклянные идут чаши блендера, у них идут хорошие, очень прям крутые ножи, и вообще-то хорошие комбайны. Но поскольку в России у нас какая-то проблема с этими комбайнами, то ли их не поставляют, я не знаю, в чем проблема. То есть, видите, сейчас у нас есть только вот этот комбайн, продается один, и у него довольно маленькая чаша, у него даже меньше чаши, чем у того, который я вам показывала предыдущий, вот. Но зато у него есть соковыжималка для цитрусовых, что охренительно, и практически только у комбайнов Kenwood есть соковыжималки для цитрусовых. Но, видите, у нас с этими комбайнами проблема. Дальше начинаются уже лунные комбайны, которые вот с лунной мешалкой. Про лунные комбайны я вам расскажу в отдельном видео, выбор лунного комбайна, потому что на самом деле я не рекомендую брать вот все в одном. Я сначала тоже думала взять и комбайн, который и лунный, мешает, вот тесто смешивает, и который овощи измельчает, но, почитав внимательно, я поняла, что на самом деле все вот эти лунные комбайны, это тоже фикция, настоящие лунные комбайны, они не
ну, то есть у которых есть вот это вот планетарное движение миксера, и, собственно, которые по-настоящему хорошо все взбивают тесто и смешивают все эти ингредиенты, они, к сожалению, не выпускаются в сочетании вот с этими измельчителями. То есть ты либо хочешь мельчить продукты, либо ты хочешь тесто делать, то есть выбирай. К сожалению, нет сейчас ни одного варианта, который был бы оптимален на мой вкус. Вот, поэтому комбайны Kenwood, я к ним очень хорошо отношусь, но поскольку у нас их очень мало, и они какие-то довольно дороговатые, это все вызывает вопросы. Теперь, значит, двигаемся дальше. Есть комбайны Philips. Philips очень хорошие комбайны, и вот в этом комбайне я тоже думала, кстати, его взять, эту Viva Collection. Он мне всем понравился, кроме того, что у него все-таки чуть-чуть поменьше чаша. У него чаша 2,1 литра. Это не критично меньше, но все равно немного поменьше. Мне больше нравится, когда чаша более крупная, поэтому я именно в свои любимчики добавила Bosch, сделано с умом, да. Короче, мне вот, ну и в Bosch, видите, у него еще идет и блендер, у него еще идет это, и стоит на, считай, там, на 2-3 тысячи дешевле, что выгодно. А здесь Philips, в котором, ну, как бы... Хотя нет, здесь тоже вот конкретно в этой модели идет блендер, но мне он меньше нравится просто потому, что у него, ну, во-первых, он дороже, а во-вторых, у него поменьше чаша. Но, в принципе, этот комбайн тоже очень хороший, я тоже вполне его могу рекомендовать тем, кто сейчас выбирает комбайны, это тоже вот эта вот конкретная модель, одна из очень хороших моделей, она у меня раньше была в избранном, но я вот ее недавно удалила. Так, двигаемся дальше. Какие есть еще классные комбайны, которые продаются? Это все меня не заинтересовало абсолютно. Так, давайте я вам покажу свое избранное, чтобы было проще посмотреть. Вот, мои комбайны сейчас в избранном. Вот. Значит, смотрите, у меня сейчас в избранном идет Bosch Multi-Talent, который вот я вам показывала. С насадками, он офигенный, классный, у него много продаж, на него хорошие отзывы, у него идет и блендер, и все подряд, то есть это прям супер комбайн. Дальше смотрим Kenwood, который я вам рассказывала. Мне он меньше нравится, я его просто так добавила, чтобы следить за Kenwood, вообще за снижением цены. Он то 8 тысяч стоит, то 10 тысяч стоит, у него очень какая-то нестабильная цена сейчас, что тоже подозрительно. Дальше, хороший комбайн Bosch, вот этот MC812W501, он стоит 9700. В нем прикольно то, что в него добавили взбивалку, то есть миксер. По сути, ты можешь, если тебе надо что-то взбить, ты оставляешь его, и он стационарно взбивает, что, в принципе, прикольно. Плюс у него чаша огромная, у него чаша 4 литра. Вообще, для меня это слишком много, поэтому я тоже, ну, сначала подумала, вау, круто, 4 литра чаша плюс 1000 ватт мощности, но я подумала, зачем мне такая огромная чаша? Мне, в принципе, и 3 литров было так многовато, с запасом. Вот, но 4 это вообще слишком много. То есть это на большую семью. Это тем, кому надо побольше готовить, но на него очень крутые отзывы, я все равно его добавила чисто на память, поэтому можете, если вам нужен побольше, вот можете на это обратить внимание. Дальше, вот этот Daily Collection Philips, про который я говорила, я себе выбрала дешевую модель, то есть мы с вами смотрели Viva Collection, она стоила там, ну, где-то под 8 тысяч, а я выбирала... вот этот, который стоит 4, она стоит 3,5 тысячи, и я, в принципе, ну, мне он всем нравится, но у него слишком маленькая чаша, то есть я даже думала, правда, может быть, его взять, но стоит всего 3500, более-менее мощный, ну, как бы 700 ватт, ну, как не 800, но все равно, то есть он немножко слабый и немножко у него маленькая чаша. Вот у него такая проблема, что он слишком компактный. Боюсь, что у меня туда весь салат не влезет. Но если вам нужно что-то такое прям совсем минималистичное, можно вот этот взять, на него тоже очень хорошие отзывы. Все, что у меня в избранном, на все супер классные отзывы, это лучшие модели, которые я нашла на маркете. Следующая модель. Bosch MC812, в общем, такая за 13 тысяч. В нем добавлено больше ножей, больше насадок. То есть это, по сути, то же самое, что вот я вам показывала в самом начале. Вот такая же модель Bosch, но просто чуть-чуть больше насадок. Если вам нужно там соковыжималка, там, то все, короче, чуть-чуть больше. И еще один Bosch у меня добавлен, это то же самое, опять же, только чуть-чуть больше насадок, ну, из той же, короче, группы. Эти все Bosch, они все неплохие, на все неплохие отзывы, как бы можно брать любой из них. И вот, собственно, тот, который я хотела больше всего, комбайн, видите, его нет в продаже. Если вдруг когда-нибудь увидите его в продаже, берите его сразу же, потому что
это лучший комбайн, который не продается. Я не понимаю, почему. Во-первых, я пыталась его купить, но не удалось, его не смогли мне доставить, он еще тогда продавался. А сейчас уже несколько недель его просто нет в продаже, но на самом деле вот этот комбайн, это лучший комбайн из всех, которые пока что я находила на маркете. На него были лучшие отзывы, у него идеальная чаша, объем, у него мощность 1000 Вт, у него блендер из ударопрочного стекла, в нем есть соковыжималка универсальная и для цитрусовых. Это, по сути, единственная модель на маркете, которая сочетает настолько разнообразные в себе функции. Поэтому, к сожалению, видите, она не продается, что реально очень жалко. Я ее до сих пор жду, не знаю, пока что не заказываю комбайн, жду, может, она появится в продаже, потому что, на самом деле, я хочу купить именно эту модель. Если зайти в нее, посмотреть, то, вы можете увидеть то, что... Вон, цена, видите, как на нее скачет, но почему-то, его нет. Ну что, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какой комбайн вы для себя выбираете, почему, что для вас очень важно в комбайне. Давайте обсуждать выбор комбайна в комментариях. До скорых встреч, еще увидимся. Подписывайтесь на канал Домовенок.